Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить очень вкусный домашний торт «Осенний поцелуй». Торт приготовлен из медового бисквита и йогуртового заварного крема с прослойкой вишни и шоколада. Торт высокий и очень красивый в разрезе. Данное количество ингредиентов рассчитано для торта размером 16 на 21 см, высотой 8 см и весом 2 кг. Давайте приготовим. Сначала приготовим йогуртовый заварной крем. В кастрюлю высыпаем 130 граммов или 6,5 столовых ложек без верха сахара. Добавляем 50 граммов или 2,5 столовые ложки без верха пшеничной муки. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 2 яйца. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 400 граммов густого натурального йогурта. По желанию йогурт можно заменить сметаной. Перемешиваем до однородного состояния и ставим вариться на плиту. Варим на среднем огне, постоянно помешивая лопаткой. Когда масса начинает сгущаться, меняем лопатку на венчик. Делаем огонь минимальным и постоянно помешивая, доводим массу до закипания. Закипевшую массу постоянно перемешивая, провариваем на маленьком огне примерно 1-2 минуты. Готовая заварная основа по консистенции должна быть как пудинг. Снимаем кастрюлю с огня и добавляем 15 граммов или 3 чайные ложки ванильного сахара. Ванильный сахар можно добавлять по вкусу. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 80 граммов сливочного масла. Для удобства я его нарезала кусочками. Перемешиваем до однородного состояния. Крем готов. Перекладываем крем в другую чашу, чтобы он быстрее остыл. Накрываем пищевой пленкой в контакт и оставляем остывать до комнатной температуры. Пока крем остывает, приготовим медовый бисквит. В 100 граммов сливочного масла добавляем 110 граммов или 4 полные столовые ложки жидкого меда. Ставим вариться на плиту. На среднем огне растопим масло, перемешивая с медом до однородного состояния. Добавляем 8 граммов или 1 полную чайную ложку соды. Перемешиваем до однородного состояния. На маленьком огне провариваем массу примерно 2 минуты до красивого янтарного цвета. Снимаем кастрюлю с огня, перемешиваем, и когда масса перестанет кипеть и осядет, переливаем ее в другую чашу. Перемешивая, остужаем до комнатной температуры. В чашу вливаем 3 яйца, добавляем щепотку соли, взбиваем на средних оборотах миксера, пока яйца не начнут пениться. Когда яйца вспенятся, постепенно добавляем к ним 80 граммов или 4 столовые ложки без верха сахара. На средних оборотах миксера взбиваем яйца, пока сахар не растворится. Когда сахар растворится, постепенно увеличиваем скорость миксера до максимума. И на максимальных оборотах миксера взбиваем яичную массу до воздушного состояния. Яичная масса должна посветлеть и увеличиться в размере примерно в 2-2,5 раза. И на поверхности будет виден рисунок от венчика. Взбитым яйцам постепенно добавляем медовую массу комнатной температуры и, перемешивая венчиком, объединяем до однородного состояния. Масса становится жидкой, но при этом остается воздушной. Просеивая, добавляем 160 граммов или 8 столовых ложек без верха пшеничной муки. Перемешиваем венчиком круговыми движениями снизу вверх до однородного состояния.
Я выпекаю бисквит в форме размером 33 на 22 см. Форму застелила тефлоновым ковриком. Можно застелить пергаментной бумагой. Если вы не уверены в качестве своей пергаментной бумаги, то смажьте ее слегка растительным маслом. Выливаем тесто на противень и равномерно разравниваем. Убираем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15-18 минут до красивого золотистого цвета. У меня бисквит выпекался 15 минут. Готовность бисквита проверяем деревянной палочкой. Прокалываем. Если палочка выходит сухой, значит бисквит готов. Пересушивать бисквит не надо. Разрезаем бисквит пополам и перекладываем на решетку остывать до комнатной температуры. Пока бисквит остывает, приготовим вишневый слой. В 50 граммов или миллилитров воды всыпаем 8 граммов желатина. Перемешиваем и оставляем набухать. 90 граммов или 4,5 столовым ложкам без верха сахара добавляем 10 граммов или 1 столовую ложку кукурузного крахмала. Кукурузный крахмал можно заменить пшеничной мукой. Перемешиваем до однородного состояния. Из 300 граммов вишни без косточек с помощью блендера приготовим пюре. Я использую замороженную, слегка оттаившую вишню. Перекладываем вишневое пюре в кастрюлю. Высыпаем сахар с кукурузным крахмалом. Перемешиваем до однородного состояния и ставим вариться на плиту. Варим, постоянно помешивая лопаткой до закипания. Когда масса закипит, делаем огонь минимальным и, помешивая, провариваем массу в течение 1 минуты. Снимаем с огня и в горячую, но не кипящую вишневую массу добавляем набухший желатин. У меня желатин набухает быстро, если у вас нет, то залейте его водой заранее. Перемешиваем до однородного состояния и переливаем в другую чашу, чтобы масса быстрее остыла. Периодически помешивая, остужаем до комнатной температуры. У остывшего бисквита обрезаем края. Я обрезаю немного, буквально 3-4 мм. Обрезанные кусочки убираем в сторону, из них позже приготовим крошку. Обе половинки бисквита разрезаем вдоль пополам. У меня получилось 4 коржа, каждый размером 16 на 21 см. Остывший заварной крем хорошо взобьем миксером до воздушного состояния. Формируем торт. Выкладываем первый корж на тарелку. Устанавливаем разъемную форму и ацетатную пленку. На корж выкладываем половину крема и равномерно крем разравниваем. Крем накрываем вторым коржом. Корж слегка придавливаем. На корж выливаем остывшее до комнатной температуры вишневое пюре. Равномерно разравниваем и убираем в морозильник на 20-30 минут. Вишневый слой должен немного застыть. Когда вишневый слой немного застынет, станет желеобразным, накрываем его третьим коржом. Корж слегка придавливаем. На корж выкладываем оставшуюся половину крема и равномерно крем разравниваем. Крем накрываем четвертым коржом. Корж слегка придавливаем. Убираем торт в холодильник и приготовим шоколадный слой. В сотейник высыпаем 100 граммов или 5 столовых ложек без верха сахара, 40 граммов или 4 столовые ложки без верха какао. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 150 граммов или 3 полные столовые ложки густого натурального йогурта. По желанию йогурт можно заменить сметаной. Перемешиваем до однородного состояния и ставим вариться на плиту. Постоянно помешивая, варим на среднем огне, пока сахар полностью не растворится.
Доводим до кипения и на маленьком огне увариваем массу примерно 1 минуту. Снимаем с огня и в горячую массу добавляем 60 граммов сливочного масла. Для удобства я его нарезала кусочками. Перемешиваем до однородного состояния. Шоколадная глазурь готова. Выливаем глазурь на торт и равномерно разравниваем. Обрезанные ранее краешки бисквита измельчаем в крошку. Частью крошки слегка посыпаем шоколадную глазурь. Убираем торт в холодильник пропитаться и стабилизироваться на 6-8 часов. Я обычно убираю на ночь. Охлажденный торт освобождаем от формы ацетатной пленки. Края торта обсыпаем ранее приготовленной крошкой. Торт «Осенний поцелуй» готов, его можно подавать к столу. Советую вам его приготовить. Прекрасный торт для домашнего чаепития, так и для праздничного стола. Если вам понравился рецепт, то делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.